В своих роликах я упоминал, что очень люблю свекольный сок. И получил очень много вопросов. Зачем, как, когда пью и в каком виде. На все вопросы я отвечу в этом ролике, а также расскажу о свойствах свеклы, которые делают этот продукт очень полезным. Но в то же время у этого продукта есть и противопоказания, о которых, конечно же, необходимо знать. Поэтому не пропустите. Первое свойство – это снижение артериального давления. Некоторые исследования показали, что употребление свекольного сока может снизить уровень систолического и диастолического артериального давления. Свекла содержит большое количество нитратов в своем составе, а нитраты являются внешними источниками оксида азота. Про оксид азота я рассказывал в этом ролике, вы можете посмотреть. К 40 годам уровень оксида азота в нашем организме снижается в 2 раза. Это происходит из-за того, что эносинтаза, фермент, который участвует в синтезе оксида азота, уменьшается. С этим ничего не поделаешь. И вот как внешний источник, из которого наш организм получает оксид азота, являются нитраты. А свеклы – это чемпионы по содержанию нитратов. Оксид азота способствует расширению гладкой мускулатуры и расслаблению сосудов. И тем самым снижается артериальное давление. Если у вас повышается артериальное давление в пределах 140/90, то вы, прежде чем принимать какие-то гипотензивные таблетки, вы можете употреблять по одной свеклы в день в течение 3 недель и посмотреть, что из этого выйдет. Второе свойство – активизация и поддержка работы желудочно-кишечного тракта. Если вы хотите, чтобы ваш кишечник работал как часы, то употребляйте свекла. Свекла богата клетчаткой, а именно фруктанами, которые способствуют нормализации работы кишечника, запускают перистальтику. Поэтому людям с плохой проходимостью кишечника, с запорами, употребление свекл очень хорошо и быстро решает все эти вопросы. И еще является кормом для кишечной микрофлоры. Но здесь нужно иметь в виду, что фруктаны могут плохо переноситься некоторыми людьми, особенно у кого есть синдром раздраженного кишечника. Это нужно иметь в виду. Третье свойство – улучшение физической выносливости. Благодаря содержанию нитратов свекла является внешним источником оксида азота. Поэтому оксид азота улучшает эффективность работы митохондрий, которые ответственны за выработку энергии в клетках, что способствует повышению физической выносливости. Кстати, некоторые исследования показали, что употребление свекольного сока улучшает производительность спортсменов. Вот именно поэтому я люблю пить свекольный сок, чтобы иметь хорошие мышцы, сильное сердце, хорошую выносливость, лучше соображать и учиться и, конечно, улучшать свои спортивные показатели. Четвертое свойство – это антиоксидантная активность. Это свойство связано с большим содержанием в свекле беталоина. Беталоин является растительным пигментом, который обладает очень высокой антиоксидантной активностью. То есть он нейтрализует реактивное соединение азота и кислорода, тем самым уменьшает оксидативный стресс. Некоторые исследования показали, что свекла обладает противовоспалительными свойствами благодаря своему составу. В ее составе в большом количестве присутствует бетаин, беталоин, фолиевая кислота, бета-каротин, витамин В, особенно витамин С и микроэлементы железо, цинк, калий, магний и даже йод. В каком виде и как лучше всего употреблять свеклу? Но я употребляю свеклу в сыром виде. Я могу свекольный сок пить, я могу смузи делать со свеклой и разные салаты свекольные, только в сыром виде. Но, конечно, можно тоже свеклу употреблять в термически обработанном виде. Только тут нужно учитывать, что термическая обработка может разрушить некоторые витамины. Но здесь всегда нужно учитывать о том, что если вы пьете свекольный сок, это очень концентрированный продукт, поэтому не более 100-150 мл за один раз. В какое время? В любое, какое вы хотите. Свекла на самом деле является очень полезным и очень эффективным по действию продуктом. Поэтому многие люди, которые не любят свеклу, вам лучше пересмотреть свои предпочтения, так как употребление свеклы действительно повышает именно физическую выносливость, улучшает работу сосудов и улучшает работу кишечника. Эти 3 свойства свеклы точно работают, и они проявляют себя очень быстро. Как лучше всего пить свекольный сок? Я об этом уже ранее говорил, только вскользь. Но сейчас расскажу детально. Свекольный сок нужно пить маленькими глотками, смакуя вкус, так как свекольный сок,
то есть нитраты, содержащие в свекольном соке, должны вступать в реакцию с бактериями в полости рта и превращаться в нитриты. И далее из нитритов в кислой среде желудка образуется оксид азота, который всасывается в общий кровоток. Противопоказания. В свеклах большое количество содержится оксалатов. Если у вас есть песок или камни в почках, то вам нужно быть осторожным при употреблении свекол. Но и второе. Люди с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом второго типа тоже нужно быть осторожным, не слишком много употреблять свекла, так как в свеклах содержится большое количество углеводов.